Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами уделим внимание посуде и поговорим о том, от какой посуды нужно избавиться прямо сейчас, какая посуда бьется к счастью или к несчастью, и дадим определенные советы и рекомендации. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Итак, друзья, мы в этом видео постарались собрать самые известные народные приметы о посуде, которые передаются из поколения в поколение на протяжении многих веков. Итак, какая посуда бьется к счастью, а какая к несчастью? Давайте разбираться. Если разбили солонку, которая наполнена солью, знаете, это к неприятностям. Разбитая солонка к напрасным тревогам и разногласиям именно с родными людьми. Также рассыпанная соль сулит нам о том, что в скором времени и ожидаются скандалы. Но если вы соберете соль и бросите 3 щепотки через левое плечо, негатив обойдет вас стороной. С разбитой солонкой связаны финансовые проблемы и неудачи в личной жизни. А вот если свободная девушка разбила солонку, значит в ближайшее время улучшений в личной жизни не предвидится. То же самое касается и финансов. Если вы разбили чайник, то ждите гостей. И ждите в гостей именно дальних родственников. А вот если внезапно треснул чайник, то это к неприятностям. А если уже молодая девушка разбила чайник и испачкала платье заваркой, в скором будущем она удачно выйдет замуж. Если разбилась ваза женатым человеком, то ждите пополнения. Одиноким человеком встречи со своей половинкой. Если вазу разбил кто-то из ваших гостей, ваш дом наполнится счастьем на долгие годы. Если на вазе появились трещины, то это к финансовым трудностям. Поэтому сразу же выбросьте поврежденный сосуд, чтобы не притягивать в дом неприятности. Дарить пустую вазу – это дурной знак и неприятностям в личной жизни. А вот ваза с цветами – это символ благополучия. Разбитая чашка – к хорошим переменам. А вот если чашка разлеталась из-за удара о мебель, у вас появятся враги и завистники. Разбить стеклянную чашку к ссорам, фарфоровую к счастью, а вот пустую чашку к мелким неприятностям, а полную к огорчениям. Разбитая тарелка к гостям, подаркам и застолью. Если тарелка разбилась из-за удара о мебель, то знаете, это к приятным тратам. Если же тарелка разбилась в спальне, то ожидайте проблемы со здоровьем. В прихожей ваш дом пытается проникнуть злая сила. А вот если на кухне, то к благополучию и финансовой стабильности. А вот барное стекло всегда бьется на счастье. Это также хороший знак, если посуда бьется на церковный праздник или в день рождения. Разбитая сахарница к счастью, и вам нужно собрать сладкий песок и осколки сахарницы и закопать их в саду, чтобы ваша жизнь стала сладкой. А вот специально, друзья, бить посуду нельзя, за исключением молодоженов на свадьбе. Большой негатив несут в себе осколки тарелок, которые были разбиты во время скандала супругов. Поэтому немедленно уберите все осколки и помиритесь. Итак, друзья, что же хорошего, а что плохого, если вы соблюдаете определенные действия именно с посудой? Итак, знаете, что если кушаете все из одной тарелки, то это дурной тон. И дело тут не только в гигиене или этикете. Если вы едите из одной тарелки, значит все скоро поссорятся. Именно кто ест из такой тарелки. И в этот момент происходит энергетический обмен между людьми. Считается, что человек, который ест из вашей тарелки, слышит ваши тайные мысли. Если в данный момент владелец тарелки зол и раздражен, вместе с едой другой человек берет на себя его негатив.
Мужу и жене также нельзя кушать из одной миски, поскольку они будут перенимать друг друга черты характера. Мыть посуду в гостях. Вы знаете, это достаточно плохая привычка. Никогда не делайте этого в гостях и не позволяйте чужим людям это делать в вашем доме. Потому что гости, которые моют ваши тарелки, вымывают таким образом из дома деньги, счастье и благополучие. Исключение составляет только родительский дом, где дети могут спокойно мыть посуду. Если вы моете посуду на ночь, знайте, это достаточно хорошая примета, которая привлекает деньги в вашу жизнь. Однако это касается только вечера, а вот глубокой ночью посуду лучше не мыть. Также не стоит оставлять грязные тарелки на ночь в раковине. Это приносит неприятности. Также хорошо мыть посуду после завтрака. Это, знаете, крепкому здоровью всей семье. Не оставляйте нож на столе на ночь. К ночи стол должен быть полностью очищен от старых и от острых предметов. Оставаясь под властью ночью, они привлекают скандалы, ссоры и неприятности. Не принимайте посуду в подарок от свекрови, с которой вы не ладите. Помните, посуда – это символ семьи. Если у вас плохие отношения с матерью мужа, и она дарит вам сервиз, ссоры в вашем доме не утихнут. Если же у вас нет выбора и подарок все же пришлось принять, произнесите следующую защитную фразу. Посуда, чашка, ложка, мне много всего, а свекрови немножко. Помните о том, что дарить пустую посуду – это достаточно дурной знак. Народные приметы говорят о том, что это к финансовым проблемам. Если вы решили подарить друзьям посуду, наполните такую тогда вазу фруктами или конфетами. И тогда вместе с сервизом вы дарите богатство и благополучие. Если вы дарите посуду с царапинами, потертостями или сколами, то знайте, что таким образом вы приносите в дом ссоры, склоки, недопонимание и раздор в семье. И чужая тарелка в вашем доме – это к проблемам с деньгами. Поэтому такую тарелку хорошо вымойте, наполните сладостями или фруктами и верните хозяину. Пусть такая тарелка ни в коем случае не задерживается в вашем доме. Чем быстрее вы это сделаете, тем будет лучше. Вот, друзья, это вот такие народные приметы, советы, рекомендации, которые остались от наших бабушек и дедушек. Мы сегодня хотели с вами поделиться этим. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, ставьте лайк этому видео. В комментариях обязательно напишите свое мнение в отношении посуды и также напишите «Принимаю» и «Благодарю». Мы всех обнимаем, целуем и услышимся в следующем видео.